Новый бой Альянса. Территория НАТО атакована. Силы подняты по тревоге. Срочная переброска F-16. Открыт огонь по целям. Обвинение в адрес иранской армии. Удар по авиации. Сбит украинский истребитель. Армия РФ пошла в атаку. Внезапный штурм на юге страны. Большая потеря территорий. США срочно вызвали Путина на переговоры. Экстренный звонок из Белого дома в Кремль. Чего Трамп захотел от Москвы? Озвучены сроки завершения боевых действий. Обвал на рынке нефти. Экстренное обращение Путина к Западу. Созыв совещания и решение принято. Пойдет ли Европа на сделку с Россией? Официальное заявление. Сверхмощные бомбы для ударов по объектам США. Иран объявляет о 10-летней войне с Америкой. Тегеран обращается к Вашингтону. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Будапештский удар по кошельку. Венгрия хочет арестовать деньги Киева. Представитель партии Орбана Маты Кочиш подал в парламент законопроект, который позволит держать под арестом деньги и ценности украинского Ощадбанка, изъятые при перевозке через Венгрию, до конца расследования. Депутат предлагает считать активы конфискованными до завершения процедуры, которую ведет Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии. Политик заявил, что способ перевозки и личности инкассаторов могут представлять угрозу национальной безопасности Венгрии, а ключевые детали дела так называемого «золотого конвоя» остаются загадкой. Законопроект рассматривается в парламенте по исключительной процедуре, что вызвало тревогу у оппозиции. Критики опасаются спешки и возможного ретроактивного эффекта закона. Однако Комитет по нацбезопасности уже проголосовал 4 «за» и 2 воздержались. Предложение было обсуждено депутатами в очень короткие сроки. Жоlt Молнар из венгерской соцпартии возразил против того, почему Маты Кочиш выделил время для внесения предложений именно сейчас, до выборов, и почему он представил его так быстро. Председатель комитета от партии Йобик Золтан Сас также возразил против столь поспешного внесения предложений, из-за чего не было времени ознакомиться с ним подробно. Киев же заявляет, Венгрия перешла красную черту, в МИД Украины раскрывают детали. Там уверяют, что после задержания украинцев держали 28 часов в наручниках и с завязанными глазами, несмотря на статус свидетелей. Им не разрешили связаться с адвокатами, родными или посольством и не оказали своевременную медпомощь, даже когда один из сотрудников с сахарным диабетом потерял сознание. А теперь, говорят в МИД Украины, партия Орбана хочет узаконить воровство украинских денег. Цитирую. Они лишь добавляют беззаконие к беззаконию. Мы привлечем к ответственности всех причастных не только за кражу денег, но и прежде всего за жестокое обращение с 7 гражданами Украины в нарушении Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях. США перебросили в Британию бомбардировщики Б-52 для ударов по Ирану. 3 таких самолета накануне приземлились на британской военной базе Верфорд, сообщает BBC. Бомбардировщики прибыли с базы ВВС США Майнот и присоединятся к уже дислоцированным в Англии 8 тяжелым бомбардировщикам Б-1Б «Лансер». Минобороны Великобритании подчеркнула, США используют британские базы для специальных оборонительных операций, чтобы предотвратить угрозу иранских ракет для британцев. Правительство разрешило использовать Ферворд и Диего Гарсию, это совместная база Вашингтона и Лондона в Индийском океане, для нанесения ударов по Ирану. С начала операции бомбардировщики уже как минимум 7 раз наносили удары по иранским объектам с баллистическими ракетами, совершая беспосадочные 37-часовые миссии из США. Использование британских баз позволит значительно сократить время подлета к целям, ускоряя удары и усиливая угрозу, уточняют американские военные. Иран готов дать мощный ответ. Представители КСИР заявляют, теперь Тегеран готов бить по объектам США и Израиля только ракетами с мощными боеголовками, весом от 1 тонны. Фокус на максимальном ущербе. Таков ответ Вашингтону и Иерусалиму. Западная пресса при этом пишет, объявление Маджтаба Хаменеи новым верховным лидером означает продолжение войны. В материале The Spectator говорится, что назначение сына Хаменеи означает не смену курса, а жесткое продолжение политики прежнего правительства. Маджтаба долгие годы работал в тени власти, тесно сотрудничал с корпусом Стража Исламской революции и выстроил собственную сеть влияния в силовых структурах. Процитирую.
Он олицетворяет продолжение кровавого наследия своего отца. Поскольку его назначение активно поддерживали представители КСИР, он может оказаться зависимым от них. Однако, в отличие от других возможных претендентов, сеть покровительства, которую он выстраивал на протяжении многих лет правления своего отца, дает ему собственную базу власти и может позволить быстрее консолидировать контроль над системой. В Израиле при этом растет тревога из-за войны с Ираном, которая стремительно расширяется и может затянуться на неопределенный срок. По данным источников Вашингтон-Пост, израильско-американская бомбардировочная кампания уже близка к достижению ключевых военных целей. Однако внутри израильского руководства все чаще звучат вопросы, стоит ли продолжать войну до полного свержения режима, пишет издание. Главные риски – это в том числе рост цен на нефть и газ, которые уже начинают бить по мировой экономике. Далее цитата одного из израильских чиновников в интервью для Вашингтон-Пост. По его словам, израильско-американская бомбардировочная кампания приближается к моменту, когда будут достигнуты ее основные военные цели. Речь идет о почти полном уничтожении того, что осталось от иранской ядерной программы после американских ударов в июне, а также запасов баллистических ракет, предприятий по производству вооружений и высшего руководства военных, разведывательных и внутренних сил безопасности страны. На вопрос о том, сколько времени потребуется для завершения этой военной миссии, чиновник отвечать отказался. Трамп тем временем допускает возможность убийства сына Хаменеи, если тот не пойдет в США на уступки. Речь идет о прекращении ядерной программы Ирана. Об этом сообщили действующие и бывшие американские чиновники, а Иран вновь дает понять – капитуляции не будет, и Тегеран готов к десятилетней войне с США. Далее заявление представителя КСИР. Пусть они знают это, возможно, некоторые из наших делают оговорки в интервью внутри страны, но я, как человек с убеждениями, говорю, мы готовы к войне с США на 10 лет, по крайней мере, на 10 лет. Так же, как мы используем ракеты и беспилотники, наши склады и наши запасы полны, переполнены через край, и мы их используем. Одновременно на наших объектах, благодаря самоотверженной молодежи и ученым, идет производство. Производство продолжается и отправляется на склады для хранения. На фоне всех событий в дело включается Франция. Она начинает оборонительную операцию в Восточном Средиземноморье после атак дронов и ракет по Кипру. Эммануэль Макрон заявил, что Париж уже развернул систему ПВО «Мистраль», направил фрегаты и усилил присутствие авианосной группы для защиты региона. Кроме того, Париж готовит военно-морскую миссию для защиты международного судоходства и постепенного открытия Ормузского пролива на фоне последних событий с ценами на нефть. Но наша цель здесь – обеспечить оборонительное присутствие рядом со странами, которые подверглись атакам Ирана в рамках ответных действий, а также укрепить нашу собственную надежность и работать над деэскалацией в регионе. Нам также необходимо обеспечить свободу судоходства и морскую безопасность в восточной части Средиземного моря, а также в Красном море. О нефти активно говорят и в Москве. Путин срочно созвал совещание и обратился к Западу. Посыл таков: нефть дорожает, Европа может остаться без российского топлива, а Россия готова перенаправить энергоресурсы с европейского рынка на другие направления. При этом Путин дал понять, если европейские компании захотят вернуться к долгосрочным контрактам без политического давления, Россия готова к сотрудничеству. Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры, пожалуйста, мы же никогда не отказывались. Мы готовы работать и с европейцами. Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность. Уже после этих заявлений и совещаний Трамп срочно вызвал Путина на переговоры. Звонок из Вашингтона в Кремль состоялся поздним вечером. В Кремле заявили, главная тема – война на Ближнем Востоке. Обсудили также и Украину. Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта. В том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Пезешкианом, руководителями ряда других стран. А Трамп сделал другое заявление, не менее резонансное. Война практически завершена. Далее цитирую.
«Я думаю, что война практически завершена в значительной степени», сказал президент, разговаривая из своего гольф-клуба в Дорале, штат Флорида. «У Ирана нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разбросаны и не представляют организованной угрозы. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая их производство дронов». Это заявление не прошло незамеченным, цены на нефть марки Brent полетели вниз, а в соцсетях новые масштабные обсуждения, в частности, из-за действий и заявлений Трампа. В соцсетях набирает популярность хэштег «SendBaron». Под этим тегом пользователи и противники войны призывают отправить в армию Бэрона Трампа, 19-летнего сына президента США. Пользователи публикуют мемы и созданные искусственным интеллектом изображения, на которых Бэрон изображен в военной форме. Многие посты сопровождаются критическими комментариями в адрес президента и его заявления о возможной отправке американских наземных войск в Иран. Создан даже сатирический сайт, где высмеивают сына Трампа и пишут, что служба ему бы подошла, но при этом точно не грозит, ведь по росту не подходит. 2 метра 6 сантиметров, а предел для армии США в 2 метра 3 сантиметра. А на сайте «Призовите Бэрона Трампа» в сатирической форме говорится: «Америка сильна, потому что ее руководство сильное. Президент Трамп доказывает это каждый день. Конечно, его сын Бэрон более чем готов защищать страну, которой его отец так решительно руководит. Служба – это честь, сила передается по наследству». Затем следует добавление в переводе «Пес, благослови Бэрона». НАТО открыло огонь. ПВО Альянса перехватило баллистическую ракету, выпущенную из Ирана в сторону Турции. Эрдоган в ярости и обратился к Ирану. Он уточнил, что все произошло на юге страны, в районе города Газиантеп. Обломки снаряда упали на пустынные территории. Жертв и пострадавших нет, сообщили в турецком Минобороны. При этом Анкара заявила о полной готовности защищать свое воздушное пространство и границы и предупредила о недопустимости дальнейшей эскалации, иначе будет дан решительный ответ, напомнив, что это уже второй запуск иранской ракеты в сторону Турции с начала войны. В связи с растущим напряжением между Анкарой и Тегераном президент Ирана Пезешкиян провел срочный телефонный разговор со своим коллегой Эрдоганом. Тегеран предложил создать совместную группу для расследования инцидента, чтобы сохранить тесные связи между странами. Вскоре после разговора с Пезешкияном Эрдоган написал короткий пост в соцсети X. Далее цитата: «Турция больше не та, что была раньше. Всем стоит учитывать это в своих расчетах». И сделал также такое заявление. После перехвата ракеты мы предупредили иранские власти, однако я должен подчеркнуть, что несмотря на наши искренние предупреждения, со стороны Ирана предпринимаются провокационные шаги, которые поставят под угрозу дружбу Турции. В то же время турецкие F-16 подняты по тревоге. Эрдоган направил авиацию на Северный Кипр. В Минобороны заявили, там теперь размещены 6 истребителей, а также системы противовоздушной обороны. Массовые аресты в стране. Власти Катара объявили о задержаниях. 313 человек разных национальностей отправлены за решетку. По данным МВД, людей задержали за распространение недостоверных видео и текстов о ситуации на Ближнем Востоке, а также за контент, который, по версии властей, разжигает общественную тревогу и нарушает официальные распоряжения. В отношении всех фигурантов уже приняты правовые и административные меры. Министерство внутренних дел Катара жестко предупредило граждан: снимать, публиковать видео или распространять слухи о текущей ситуации запрещено. Министерство также подтвердило, что компетентные органы не будут колебаться в принятии необходимых юридических мер против любого, кто будет уличен в подобных нарушениях. Большая потеря на украинском фронте. Сбит украинский истребитель. 9 марта погиб известный украинский летчик, герой Украины, командир 39-й бригады тактической авиации украинских ВВС Александр Довгач. В сообщении воздушных сил Украины говорится, что военный выполнял боевую задачу в условиях значительного превосходства противника и мощного противодействия вражеским системам ПВО. Довгач совершил более 150 боевых вылетов. В заявлении говорится, что под его командованием украинские летчики уничтожили тысячи российских целей, но на самые сложные задачи он часто вылетал лично. Как пишут украинские СМИ, только в течение прошлого года было зафиксировано примерно 20 пусков российских ракет по самолету Довгача. Обстоятельства гибели летчика выясняют. В ВСУ не уточнили, на каком самолете офицер выполнял задание, но, согласно открытым данным, среди боевых самолетов 39-й бригады тактической авиации имеются на вооружении только истребители Су-27. Процитирую.
Он совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага. Неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую и Херсонскую области, остров Змеиный. Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия. Масштабный штурм начался. ВСУ заявляют о возобновившейся атаке российских войск на юге страны. Только за сутки 19 штурмов, уверяют в Киеве. В центре внимания вновь населенный пункт Гуляйполе. Главком ВСУ Сырский заявил, что россияне количественно превосходят украинцев почти втрое. При этом в украинском генштабе делают заявление о больших потерях России, в частности, территорий. Продолжаем контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка десантно-штурмовых войск за месяц восстановила контроль над 285,6 квадратного километра. В целом, с начала операции восстановлен контроль над более чем 400 квадратными километрами территории. Одновременно и на многих других направлениях наши воины сдерживают противника путем активной обороны и местами имеют продвижение вперед. В российском Минобороны при этом сообщают о своем продвижении. Представители ВС РФ уверяют, что накануне подняли триколор над населенным пунктом Голубовка в Донецкой области. Донбасс при этом, как и прежде, главная тема для переговоров между Украиной и Россией, которые сорвались на этой неделе, но пока только перенесены. Заявление сделал Зеленский. Сейчас приоритет партнеров и все внимание сосредоточены на ситуации вокруг Ирана. И из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается. Однако Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который сможет помочь и будет реалистичным с точки зрения завершения войны. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Как всегда, благодарен за каждый ваш лайк, комментарий и репост. До встречи уже завтра.